Ищите легкий старт в мире виртуальных заработков? В этом видео я расскажу вам о самых доступных работах для новичков. Хотя мой личный секрет заработка останется за кадром. Но это пока что. Хотите узнать больше? Досмотрите видео до конца. И возможно я приоткрою завесы тайны. С вами как всегда Оля, мой промокод Орли ждет вас. Присоединяйтесь ко мне на сервере Лос-Анджелес проекта Majestic GTA 5 RP и начинай этот путь вместе со мной. Сегодня я протестирую несколько работ, чтобы вы знали, с чего можно начать. И начнем мы с грибного промысла. Это моя первая работа, на которой я оказалась. Я пропадала здесь часами. Задача проста. Бегаем по полю, собираем шампиньоны и иногда сможем найти золотые грибы. Они очень дорогие. Для данной работы нам понадобится приобрести ножик. Можно будет приобрести у бота, либо приехать в магазин 24/7. На первой локации грибов людей много, так что заработать по большей части много не получится. А если вы смогли найти золотой гриб, то он может стоить до $6000. Это отличный куш для новичка. Конечно, придется потратить время на прокачку и сбор, но это того стоит. Мой эксперимент показал, что за час можно заработать от 13 тысяч и выше. Главное, нужно следить за ценами на рынке. И иногда может быть низкая цена, иногда высокая, иногда средняя. Если цена низкая, то лучше подождать и продать немного попозже, когда она поднимется. А если вам нужны срочно деньги, то рекомендую выставить объявление с грибами на маркетплейсе. Шампиньоны нужны некоторым людям для контрактов. Работа хорошая, но общения мало, так что пойдемте искать что-то более людное. Итак, начнем с местоположения грибов. Грибы спавнятся на точке, где нарисован гриб. Первое поле находится сверху, где палетка. Всего у нас 6 точек. Можно нажать на одну точку и тем самым нажимать на стрелочку и передвигаться к другим. После повышения ранга вам нужно будет переходить на вторую точку. На первой фармить уже не получится опыт. Нет, конечно, вы можете приходить на первое поле, собирать шампиньоны, но опыт не будет расти. Следующая остановка – это ферма. На первом уровне нам предстоит собирать апельсины. Механика проста до безобразия. Подбегаем к дереву, нажимаем на клавишу, и апельсинчик у нас в кармане. Продаем их на рынке. И здесь тоже цена может меняться, так что следите внимательно за ценами. За час можно заработать около 15 тысяч. Звучит неплохо, но требует терпения. И обязательно еще сюда вернусь. Ферма находится у нас сверху карты. У фермы всего 9 точек. С повышением ранга вам будут доступны следующие поля, но на первом ранге вам доступна ферма 1 и ферма 2. На данной ферме можно выращивать апельсины. Со вторым уровнем вам будет доступна пшеница. На третьем ранге вам уже будет доступна картошка, потом капуста. После капусты уже кукуруза. После кукурузы тыква. И самое последнее это бананы, где вы сможете зарабатывать. Есть еще 9 поле, но оно находится на острове, и там выращивают нелегально. Нелегальное также можно выращивать и на этих полях, но будьте осторожны. А теперь переходим к рыбалке. Для начала нужно купить лицензию в мэре, иначе здравствуй тюрьма. Если вы любите монотонность, то это работа для вас. Берем снаряжение, лицензию. Едем на водоем и часик выуживаем рыбу. Люди здесь есть, но они все молчат. Скучно. За час рыбалки мне удалось поймать 4 килограмма плотвы, 1,5 килограмма воблы, 2 килограмма красноперки и 5 килограмм леща. В итоге я смогла заработать 13 тысяч. Рыбалка у нас находится с левой части карты, где такой у нас залив между островами, между берегами. Есть 3 точки. Тоже выбираете подходящую для себя точку и начинаете здесь работать. Купить снаряжение для рыбалки вы сможете на якоре недалеко от крючка, где вы можете рыбачить. Следующая остановка – это лесоруб. Покупаем топор у дровосека, берем ежедневный квест для дополнительного заработка. В этом квесте предстоит срубить 50 деревьев. Если ваш палец готов к беспрерывному кликанию, то это работа для вас. За час я срубила почти 100 деревьев и нашла одну золотую шишку. Итог – почти 12 тысяч за дерево, 4 тысячи за квест и 6 тысяч за шишку. Работа прибыльна, но палец немного затек, так что мне на данный момент такое не подойдет. Дровосек у нас отмечен на карте как зеленая елочка. Нажимаем на первую точку и также на стрелочки. Передохнем немного. Берем прохладный пивасик с сушеной рыбкой и отправляемся в рейс дальнобойщика. За час, катаясь по дорогам, я заработала 13 тысяч долларов.
Суть проста. Едем от метки до метки, наслаждаемся музыкой жизни и надеемся на то, что нас не ограбят. У дальнобоя есть две точки. Первая это в Палетке, а вторая в конце города, в районе порта. Следующая работа это шахтер. Сразу скажу, больших денег здесь не заработать. Спускаемся в темные недра шахты, добываем камень и отвозим его обратно. За час мне удалось заработать всего $8000. Сумма небольшая, но все равно тоже приятно. Шахта находится недалеко, в любой момент можете приехать. Теперь попробуем себя в роли таксиста. Вы будете удивлены, но за час я поймала всего 2 заказа и заработала $500. Похоже, эта работа здесь не пользуется особой популярностью, ведь у многих есть семьи с доступными автомобилями или просто есть возможность арендовать транспорт. Забываем про эту работу как страшный сон. На выезде из города у нас уже есть таксопарк, где вы сможете устроиться на такси поработать. Никто посылочку не заказывал? Тут для вас доставка. Следующая работа это почтальон. Она похожа на дальнобойщика, но здесь уже нужно вам будет выходить из машины, чтобы доставить посылки. Заработок здесь непредсказуемый, ведь неизвестно, куда вас отправят доставлять посылку и сколько ехать обратно. За час у меня получилось заработать $11 000. Работа неплохая, но быстро, к сожалению, надоедает. В середине города у нас находится работа почтальона, тоже отмечен как зеленый чемоданчик. А кто будет очищать город? Правильно, мусоровозы. Устроилась я на эту работу, чтобы внести свой вклад в чистоту штата. Управление машиной оказалось довольно-таки сложным и непривычным. Так еще и платит мало. Теперь я понимаю, почему за все время не видела ни одного жителя на этой работе. За час я получила $5000. Вычеркиваем эту работу из списка и добавляем ее в мусорный бак. Это мусоровоз, она находится недалеко от автобуса. Рядом есть красный значок «Нельзя». И последняя работа на сегодня это водитель автобуса. Тоже похоже на водителя дальнобойщика и на почтальона. Но таких длительных поездок я еще никогда не видела. Ощущаю себя реально, как будто я попала на дальнобойщика снова. За час заработала всего лишь 10 000. На карте автобус внизу, в районе аэропорта, как зеленый чемоданчик. В конце я добавлю то, что у каждой профессии есть свои ранги. Повышением ранга вам будет доступна новая задача, к примеру, как на ферме. Когда ранг растет, открывается новое поле. Вместо апельсинов будет доступна пшеница. После пшеницы будет доступна картошка и так далее. Чем больше ранг у вас, тем больше вы будете зарабатывать. Что ж, давайте подведем итоги. Если вы не любите общение в играх, то вам идеально подойдут работы почтальона, дальнобойщика, грибов, рыбака и автобуса. Если вы хотите подзаработать на первых уровнях, то работа дровосека для вас. А если вы хотите в будущем начать хорошо зарабатывать, то работа фермера – ваш выбор. Я остановилась на ферме, так как увидела, что в дальнейшем можно будет заработать более $1000 за продажу одного банана. Теперь в ближайшее время я буду оставаться на ферме и пытаться разбогатеть. Ну что ж, мои дорогие, мы рассмотрели основные способы заработка на сервере Majestic GTA 5 RP для новичков, которые легальные. Надеюсь, что этот обзор был для вас полезен и поможет вам сделать правильный выбор. Помните, что главное это терпение, труд и немного удачи. Не бойтесь экспериментировать, пробовать разные работы и искать то, что подходит именно вам. Виртуальный мир дает нам массу возможностей, и глупо их не использовать. Возможно, вы откроете для себя что-то совершенно новое и неожиданное. А я, в свою очередь, буду делиться с вами своими знаниями и опытом. Расскажу о новых работах, стратегиях заработка и секретах успеха. Так что в ближайшее время я буду здесь грызть гранит фермерской науки. Что будет дальше, увидите в следующих выпусках. С вами была Оля. Хорошего вам дня и отличного настроения. До скорых встреч! I got what you like, yeah. Don't put up a fight, no, 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 no. Put you on the flight, yeah. Girl, you out of sight.